Добрый день, я Игорь Лев. В Картоне я главный архитектор. По образованию я инженер-строитель. Хоть я и никогда не работал инженером-строителем, но те знания, те основы, которые я там получил, мне непрерывно важны и нужны. И в частности в Картоне я отвечаю за конструктив и технологию, где она нужна. А вне Картонии я занимаюсь сейчас больше всего картонным конструированием на ивентах, оформление событий, и очень часто нужно дать участникам покартонить. Это мое завет. Не самому делать оформление из картона, а чтобы это делали другие люди. Научить или помочь. Я очень много занимался бумагой, бумажным конструированием для детей. Когда-то вел различные студии детские. Мне интересует художественное конструирование как способ развития творческих способностей. Мое заветное – это работа с детьми в картоне, потому что сам я родом из детства, и в детстве мне больше всего не хватало или каких-то огромных картонных конструкций, чтобы можно было делать домики и прочие, пространство, куда залезать, или игрушечные города. Первый раз я попал в Картоне, понятия не имея, куда я иду. Я просто работал, как всегда работаю, на мастер-классах с детьми. Меня позвали на день рождения одного мальчика, а оказалось, что Картоне тогда, в тот день, включала в себя разные другие события. Я отработал свое, походил между этими декорациями картонного города, были нарисованы декорациями. Сидел этот человек с бородой во главе на троне, на картонном троне он сидел. Ясно было, что по его халату, по его этой самой феске, что он тут главный, по бороде, прежде всего. Я думал, что это одноразовое событие, но потом, когда мне пришел тиран лично, он, оказывается, меня как-то там приглядел, приветил, и он сделал меня постоянным участником в Картонии. То есть я такой реликт, я сторожил. На Картоне всегда много детей, и Картоне очень детям нравится, они всегда там находят что-то свое. Но интересно, что Картоне – это проект взрослый все-таки. Почему? Потому что она заряжена некими смыслами, понятными только взрослыми. Например, вот бюрократический квест. Это такая пародия на взрослую жизнь, которую поймет взрослый. И в результате человек открывает в себе ребенка. Кто был слишком взрослым, тот вторую свою половину ребенка открывает в себе, а кто был слишком ребячливым и думал, что все это несерьезно, вдруг задумывается и уносит в жизнь какие-то важные для себя выводы. Когда меня спрашивают, какой проект Картонии самый типовой, характеризующий Картонию, у меня сразу калейдоскоп всех проектов. Мне каждый проект чем-то дорог, неповторим, но поскольку Картоне развивается, то самым типовым, лучше всего выражающим суть Картоне для меня всегда является последний проект. Последним был Владикавказ для меня. Мне кажется, что там все сложилось наилучшим образом. Все структурные части Картоне перед нами. Картоне изначально была стационаром, таким городком. Потом присоединилось к этому шествие. Вот Владикавказ соединяет и стационар, городок Картонии, постоянно действующий павильон, и шествие. Привлечение населения. Вот что коронная форма Картонии. Привлечение энергии населения. Картония приезжает в очередной город, энергетизирует местное население, а потом происходит некий эффект энергетизации уже людьми, местными, нас. Я на себе это неоднократно испытывал. Например, очень сильное впечатление на меня произвел Тайвань. Это когда вот местные китайцы, они так подхватывали вот эту вот суть Картонии, что я чувствовал себя как на волне, на готовой, энергетической. Вот на Тайване зародился какой-то замечательный формат, когда я задаю основу конструктивную, а участники начинают импровизировать и декорировать все по-своему, индивидуально, авторски. Мне было приятно, страшно на Тайване, как некая команда
этих китайцев взяли мою основу и такие замечательные формы наделает. Еще вспоминаются вот первые такие заходы в Ульяновске, привлечение населения, и в Перми. В Перми, интересно, мне было работать художником, архитектором, вернее, площадки, потому что надо было обновлять имидж всей площадки. Нужно было сделать несколько картоней в одной картонии. Вот пермский проект для меня, там Сергей уже осознанно привлек, разрешил пользоваться услугами местного населения. Мы собрали команду, и я вот эту энергию впервые испытал, энергию людей, которая позволяет мне работать не тратя, а получая силы. А что касается замечательных моих проектов по организации пространства картоней как зала, вот мне приходит в голову удаленная моя работа для Буэнос-Айреса. Там тиран создавал внутри какого-то помещения картонию. Мы с ним вместе проектировали. Я в 3D в объеме ему подавал его помыслы, и он моими руками рулил. Он больше, меньше, вправо, влево, поменять местами. Вот мне очень понравилась вот эта вот моя работа, когда я чувствую, как мои навыки служат автору-творцу. Умения, которые я получаю в картонии, а также умения, которые я получаю вне картонии, я на заказах своих, на которых я повседневно зарабатываю, готовлю себя к картонии, чтобы там на каком-то новом витке, новом уровне отработать. И в то же время каждая картония меня поднимает для моей новой практики. Вот они какие-то такие, вдох и выдох. Персонаж картонии – это единица измерения деятельности этого государства, жизнедеятельности этого государства. Государство разрастается территорией, а картония, поскольку территории не имея и базируясь на том или ином городе, проекте, измеряют свои территории персонажами. Чем больше персонажей, чем тиран чувствует себя могущественнее. Поэтому если кто-то заявит, что он желает присоединиться к картонии, он будет самым дорогим гостем. Но при этом вам устроят квест, вам устроят ритуал, чтобы вы не думали, что это все так просто. Инициацию вы должны пройти, чтобы по-настоящему стать персонажем картонии, вы должны понять и поменять детство на взрослость, взрослость на детство. То есть, кто излишне взросел, тот должен стать ребенком, а кто легкомысленен, тот должен понять, что здесь великий смысл есть. Картония – это такая институция, такой механизм, который обнаружил, что он отлично умеет добывать творческую энергию. Вот такую субстанцию. Творческая энергия – это состояние, когда ты чувствуешь, что ты можешь сделать то, что сделать не можешь, что сделать невозможно. Оно невозможно, а ты можешь. Вот еще не понимаешь, как, но уже знаешь, что можешь. И начинаешь искать. Картония каким-то образом знает такое ощущение, как возбудить в людях эту творческую энергию. Люди могут сами не знать, а картония знает. Так же, как государство, богатое нефтью, например, умело должно добывать, разведывать, добывать, перерабатывать, транспортировать, ну и превращать во что-то полезное. Для картонии такой нефтью является творческая энергия людей. Теперь ее задача – этот ресурс умело использовать. В курсе картонного конструирования, который ведет картония, моя линия – это конструирование из гофролистов при минимальной их обработке. Я специализирую на работе с максимально большими картонными заготовками. 2 метра на 1,20 м, 2,400 на 1,20 м и так далее, и так далее. Поскольку я постоянно занимаюсь ивентами, я вижу большую потребность взрослых в картонном ремесле. Это пригодится, во-первых, для строительства чего-то из картона интерактивного, то есть куда можно залезать и обживать детьми. Во-вторых, это
праздники, события, и школьным организатором таких событий, например, организатором театров. Вот тот курс, который я провожу в рамках НИИ Картонии, он как раз учит сначала выполнять какие-то задумки автора, художника, архитектора, конструктора, а со временем, когда вы наберете опыт изготовления, вы поймете, как я это все сочиняю, и сможете сами сочинять. Моя технология, вот это оригами, это спокойное, медленное обучение именно сочинению форм. Мне очень нравится такое направление, когда я не сам своими руками творю, леплю, как вот скульптор лепит объем. Мне нравится проектировать, то есть когда я создаю, а исполняют другие, и я могу задать фронт работы большому количеству исполнителей. В картоне главная энергия масс, энергия населения, привлечение к творчеству конструктивному, для меня художественно-конструктивному творчеству всех людей вообще, раскрытие каких-то энергий творческих в людях, невзирая на их подготовку. Годится все, если это искренне, если это творчество твоей души, это оценка 5. Картония прекрасна, потому что она рабочее путешествие. Это совмещение труда и приключения. Для тех, кто приезжает, для участников, которые приезжают в другой город или страну, картония очевидно, что путешествие. А для тех, кто там принимает картонию, они видят путешествующих людей, понимают, что их работа – это приключение, и хотят к этому присоединиться. Чтоб я так жил, говорят люди.